через сварение в этой бане. Повезет, любви. Не особо умный. Это даже не хариус, а форелька. О, блин, да. Можно ставить на костер. Вечерняя зарядка. Ну какие плюс 8 ночью, ну? И такие вот ножки то Да, прям как у него и окунь. Папа, мама, зять. Хичкоковщина какая-то. Ну вот. Вот такой супер легкий спиннинжок. С 0,6 леской. Катушка Ванфорд 2000. Шимановская. Вот такой маленький воблерочек. Хорошо работает на течение. Японской на головля. А палочка вот такой тонщины. Это у меня будет на головля, форель и хариуса. Так, далее знаменитый красно-белый Shimano Stradик 1000. Катушечка, поводочек, потому что титановый, потому что возможно щука будет в реке. Вертушка понтоновская, первый номер. Вот. Тест у него непонятный, потому что этот кончик стоит от другого спиннинга, от более жесткого и тяжелого. Но он при забросе работает как катапульта, а при вываживании работает как мягкий спиннинг. То есть он такой полуфаст, полумедиум. Это Shimano Beastmaster. Тут уже леска серьезная, 0,2 плетенка, большая катушка. И вот на такой Orbit Zip Bait я буду пробовать щуку поймать. Адскую щуку. Рыбу-то я видел, все Ну видели. да, все видели, да. На сковородке, где-то еще. И в магазине. Центральном. А на рынке сколько, да? Ну, дай 5 рублей и скажи, ну, кинь мне эту щуку. И ты поймал. Да, да. Ну, все, ты поймал. Главная фотография. Ну, селфи. Да, да, да. Ну, тогда довольно тяжелый. Кто такие спины? Блин, какое? Вы с вами не дадут. Знаешь почему? Вы не заплатили за это дерево. Это 5 рублей, там написано. Да? Вся беда. Мы его резали в прошлый раз. Откуда? А, вы резали? Нет, не мы. Понимаешь? Ты же говорил, вроде как. Это я прикололся. На Велу. Лепа. Велу это В рыба. Лепое мы вообще не были. Ну, Костяныч, как тебе моя берлога? Нормально, тут тебе бы подушечку стирануть бы маленько. А то она такая уже Это не по- гроет, да. Это не по-рыбацки. Не гроет, да. Ну, А, я- должна быть с запахом, да? Конечно. С запахом соленой рыбы. Кстати, я для того, чтобы мне было более комфортно спать Да. на рыбалке, вот что взял. А это как связано со спокойным спаньем? Запах. Запах? А, это чтобы пахло рыбой, да, в машине? Ты понюхай. А, хорошо. Вимбасик? Знаешь, где пойман? Где? На Абове, на Румбе. А, Прямо вот она прыгала, а мы с Димоном ловили. на рыбалку взял рыбу. Вот, проверим, ребята, эту старую примету. Можно не проверять, сколько беру на рыбалку рыбы, никогда она ни на что не влияет, кроме моего живота. Проверим. Чай надо наливать с высоты. Обязательно, с 2-метровой.
Видел, как китайцы этот чай разливают там вообще? Да. Искусство. О, чаечек, блин, Костян. Пуэрыч просто Ты рулит. старого или свежего? Нет, свежака. Дал. А многие не Спасибо, понимают, всё. говорят, что, в чем кайф этого чая. Вот ты Пуэр, можешь да? объяснить, да, в чем кайф пуэра людям, которые не понимают это. Ну, черный. Для людей, которые не понимают в этом, объясняю. Пуэр – это зеленый чай, который, так же как и черный чай, произошел из все равно зеленого чая. Он ферментирован. Просто черный чай ферментирует одним способом, а пуэр ферментирует так, что закапывают его под землю, и бактерии работают там без воздуха. То есть он ферментируется, скажем так, без кислорода. Поэтому это у него ладно. такой землянистый запах. Ну вот да, он И землей пахнет. ну вот для тех, кто особенно не употребляет алкоголь, пуэр является заменителем оного. Каким образом? Таким Вставляет? образом, да, он так, ну прям, ты же знаешь, он, Костян, если я термос мне влуплю, а я влуплю термос, у меня рот вот так, как у Спанч Боба. Да, и рыбу А ты начинаешь как заглатывать Патрик. целиком. А я падаю Патрик спать. Стар. Да, Патрик Стар. Да. Рассказывай, с чем бутербродики Бутербродики с печеночной колбаской. с печеночной колбаской. А что Да. у нас сегодня будет на ужин? Сливочная. А на ужин у нас будет жидкое блюдо, которое мы ели еще даже в детском садике. Смотри, это гороховый суп с копченостями, друзья. Вот здесь вот овощи, морковка, лучок, сельдерей, которые мы положим на дно кастрюльки. Это замоченный горошек желтый. Вот он такой вот. Хороший. Замачивается уже где-то часик. Вот. А вот эти самые копченые ребрышки. Наш новый, но уже старый казанчик. Овощи. Хотя на дондушка. Немножко соли и масла. Ребрушки. Сверху гороху. Замоченный горошек. Опа. Немножечко. Все до последнего зернышка. Это интересно, на русском языке горох, да, но одно это зернышко, да? А на латышском очень похоже слово зырни, да? Горошки. Но я так думаю, что нам водички-то надо, конечно, добавить сюда. Все. Теперь все это закрываем. Закручиваем. Все. Можно ставить на костер. О, блин, удар. Видел? Да. Вот такого типа якорь очень хорошо работает на течение, потому что если бы болванка была просто вот так вдоль, она бы тянулась. А так он становится вот так боком, прям держит всю лодку на перекате, удерживает. Салют, ребята, смотрите, какая водичка и какая природа. Вечер колоссальный, красота. Надули лодочку, приехали сюда с Костяном и с Никитой на целых 5 дней ловить рыбу. Взяли с собой баню,
Завтра и послезавтра будем париться. Завтра целый день на лодке. Зарядим резинки туда, вверх по реке. Будем пробовать ловить на резинке хищника. Завтра вечером приедут батя с Янчиком. Они будут в субботу на лодке плавать здесь, ловить щуку и окуня. А Дима, который тоже приедет в пятницу, поедет со мной на форель и хариуса. На далекую речку, ну, на определенном расстоянии отсюда. Все, погнали, вечер уже. Надо быстро Костяну костер разжечь и не опоздать на вечерний адский жор хищника. Костяныч, я думаю, тебе этого будет достаточно. Лучше крыши, даже можно 3 последних убрать. А ты потом в сторонку берешь. А ты что, зарядил уже все? Он уже заряжен, мы сняли, как ты его засыпали. Надо только поставить на уголек. Забыл сказать, пацаны, резинки мы тоже поставим сегодня вот туда, на тот тростник. Попробуем поймать живчика. И, ну блин, речка живая. Может быть, что-то удастся нам хватануть. Какого-нибудь жереха, головля, щуку, тайменя. Ну или просто посидеть и позалипать на колокольчик. Так, это Костяна резинка. Ну, сразу видно, да, по кустарной намоточке. Но на прошлой рыбалке хороший головоль на нее взял. А вот моя. Сразу видно, что металлоконструкциями занимаемся, да, Никит? Смотри, да. Из электродиков все сделано. Красота. Но что ты? Смотрите, ребят. Вот груз. Он становится на дно. На высоте примерно 80 сантиметров идет петля. На ней карабин и пристегнута резинка. Дальше сверху будет плавать бутылка. Она будет показывать, в каком месте стоит груз, для того, чтобы потом мы, когда доставать будем резинку, могли бы его снять. Вот стоит резинка. Потом покажем дальше. На ней идет леска с вертлюжками, на ней уже стоят крючки. То есть для чего резинка? Для того, чтобы не надо было закидывать постоянно. Резинка конкретно в одну точку затягивает сама поводки, и таким же образом назад мы их достаем вместе с рыбой или без рыбы, меняем червей или живца и закидываем ее обратно. Так, ребята, первая пошла. Опа. Довольно... Это у меня резинка сделана для Даугава, то есть довольно далеко я отплыл. Метров на 200. Ну ничего. Так будет даже интересней. Фиксируем вот таким образом глубину. Вот так петлю засовываем в бутылку. Закручиваем и отправляем в воду караулить. Так, погнали к лагерю за второй резинкой, за Костяна. Где-то вот параллельно тебе, наверное. А, так у нее еще есть потенциал? Немножко разматывается еще. Разматывается, да? Опа, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Саня, стой.
Пока! Резинки поставлены. Это хорошо. Нужно будет поймать живца, если удастся сегодня вечером. Но я думаю, что вряд ли. Мы поставили там на малька такую закидушку. Нам тут товарищ, наш сосед по лагерю дал. А я хочу немножко сейчас по вечерку побросать, попробовать хищника взять. Дошел я вот от лагеря вот на таком расстоянии до мелководья. Видите, здесь мелко и трава на дне. Такая красивая стелется. Ой, голавль тут любят эти места, конечно, шикарные. Вот. Но цель сегодняшнего моего визита в это место, это все-таки вот та сторона, ближе немножко к тростничку. Вот там за тростничком зеленка такая растет. Там есть какая-никакая такая как бы канавка, приямочек. Попробую щуку поймать. Сейчас я обловлю вот эту прибрежную струю на воблер. Потом немножко попробую там пройтись на вертушку. Может быть, удастся спровоцировать окушка. Воблер у меня привязан через маленький карабинчик и флюрокарбон. По Японии это 1,5 ПЕ. Так, переходим к вертушечке, которая... К вертушке-старушке. Ой, сразу полет какой. Красота. Вертушка. Прям вот, не знаю, ребят, как у вас, но я когда вертушку кидаю, мне всегда кажется, что обязательно что-то будет. Вертушка — это вертушка. Травы здесь дофига. Ну, пока ловлю на все. И на воблера, и на вертушку, и на каренке, и даже на твич. Ну, нифига. Пока что нифига. Как бы я не любил воблеры, ребята, и кренки, но вертушки я люблю больше. Такие уже не выпускают понтончики с вольфрамовым сердечником. Это супер вертушка. Окунек. Мы набили окунька с смесью зелени, петрушки, укропа, чеснока и острого перца. Посолили, конечно, его. Вот. А сейчас завернем в фольгу. Этого окуня нам любезно предоставил наш сосед по локации Гунтерс. А его жена почистила. В прошлый раз я тут вот в той струе у берега очень достойного хариуса поймал. Вот такой крупный, даже черный был. Но, правда, были выходы, он кормился.
Прям так плескался по поверхности. А сейчас вообще не видно и не слышно. Посмотрите, сколько насекомых, блин, вылетело откуда ни возьмись. Наверное, хариус уже полный, нажрался их. Какая ему вертушка. Ну, короче, сейчас еще обловлю вот эту струю. Потом проверю, вот там есть щучьи ямки на том берегу, где тишь. И все, и надо в лагерь. Двигаться надо в лагерь, ребята. По двум причинам. Во-первых, смеркается. Надо у костерка посидеть вдоволь. И чтобы поздно спать не лечь, потому что завтра рыбалка утренняя, ранняя. Ну и вторая причина, то, что там у Костяна уже должен гороховый суп быть готов. Завтра вечером приедет Димыч. Привезет нахлыст. Вот нахлыстом, я думаю, здесь как раз самое то. Кто умеет ловить нахлыстом, здесь идеальные условия. Просто идеальные. Вот мы завтра вечерком с ним здесь и попробуем. Я днем буду щуку ловить. А вечерком мы с ним здесь хариуса половим. Вон, ребята, там щука вышла. Сейчас мы туда подъедем. Вон там тоже хариус выходит. На вертушку не реагирует, блин. Гад. Насекомых жрет. А выходят прямо по 2, по 3 штуки сразу бьют. Спиннинг спиннингом. А на муху, конечно, здесь было бы дело. Вот хорошо эти... О, ударчик. Хариусочек. Вот. Хорошо вот эта вот вольфрамовая вертушка летит. Она легкая, нулевой номер. Но вот я бросаю метров на 50. Вот так, ребята, бывает. Ни одного хвата. Блин, как на камере светло все. На самом деле уже солнце давно закатилось. Рыба какая-то где-то выходит на поверхность. То ли хариус, то ли голавлик. Но очень много насекомых. Не крупные выходы, мелкая рыба. Вот, ладно, разведка есть разведка. Будет завтра рыба. Все, погнали. Интересно будет сейчас, как мы перекат преодолеем или нет. Батя на веслах, спокойно. Вот. Кто круче, батя или мотор? Посмотрим. Посмотрим. Смотрите, какое течение. Мы вроде что-то пытаемся. Плывем. Вот такая скорость у нас. То есть все, встали. Мотор не вытягивает. А нет, здесь ближе к берегу в струе потихоньку что-то пытаемся. Помаленьку движемся. Придется веслами грести сейчас. Дяде Саше. Похоже. Фу, блин, еле выгреб. Еле-еле. Не знаю, что так тяжело шло. Из-за того, что аккумулятор в лодке, может. Ну, такая вечерняя зарядка.
Смотрите, ребят. Вот здесь прямо под ногами кто-то оборвал Strike Pro. Такой воблерок. Может, кто-то узнает свой? Пишите комментарии. Ну ладно, в лагере разберемся. Нифига, слушай, и всплесков нету. Напихали мы его Вкусно как. траками. О, Все, уже расхватали. повар, комплимент. Спасибо. Шедевр. Угу. Хорошо. Не продаются? Продаются. Я пишу. Да, это афганский казан называется. Саня, Костян, со дна черпай, со дна. Конечно. Давай, не томи. Сейчас, погоди, размешаю. Жрать хочу. Жиденькой. Ну, отлично. Все, Костяныч, спасибо. Тарелки несите. Отлично по соли. Мгм. Знаешь, Костян, что я тебе скажу? Чё? Что этот казан создан для такого супа. Да? Мгм. Офигенно. Мне кажется, я их одевал 2 раза больше, их еще в России покупал. А может и не. Ну, уже минус 10. Приезжаешь дальше, нас не садится. Ну вот, где-то 2 недели назад я поехал на карте в Риге. +3. Еду, Югла. +1. Доезжаю до Берди. Это самое 0. Еду дальше. Так и 0 стоит. Сразу. -1. -2. Чем я ближе приближаюсь к этому болоту, куда мне надо, тем страшнее, холоднее. Ну, разница 60 километров всего. Там +3, там -2,5. Ну вижу, да, ну есть она там. Я, дергаю этот, фидер. Ну, уйди отсюда, уйди, Рыбак. Она, нет, не пойду. Вот. И тут ответ. То же самое в воскресенье, когда я на этом салату был. Я говорю, устаешь отпускать это. Вимбер маленький. Тебе даже эта линейка не нужна, ты же видишь. Отпускай. Рядом лодки и туда. Почему полотенце со временем становится грязное, если ты из душа чистый выходишь? Человек-невидимка. Он, если глаза закроет, он все равно как бы видит все, получается. Он же прозрачный. Да. Да. Если паука взять и увеличить до размеров краба, будет у него в ногах такое же мясо, как у краба? Блин. Мне что-то кажется, при увеличении тела паука Да. толщина его конечностей не меняется. То Почему? есть будет такой на 1,5 тонны паук. Просто И у такие него, вот ножки тоненькие. да, у него супер ножки как бы нереально крепкие. Не, И смотря когда какой пауков паук. будут на специальных фермах выращивать, короче, из этих, вот из них, из этих телец Да. будут Мясо делать вырезать? какие-то, там Котлеты? мясо, я не знаю, будут, может быть, вытягивать эту
фигню, из которой паутина состоит, и что-то делать, какие-то там нереальные глэмпинг-парки, например, обтягивать. Да. А ноги использовали бы в броне военной техники, то есть из ног делали бы такие сетчатые плетения, как из кевлара, только из паучьих ног. Нужны миллионы просто пауков. И у тебя будет просто нереально. А мясо-то, мясо. Не будет даже брать кумулятивный заряд. Да. А мясо у пауков только в тех местах, где находятся мышцы, которые двигают 8 глаз. Да. Или у пауков Глазные. глаза не двигаются, у них типа стационарный оптический прибор, который Ну, контролирует как ситуацию. нам повторил один из твоих друзей, подписчиков, нам такой фонарь, который большой. Ну да. Вот это он прям паучий глаз надо было назвать. В принципе, да. Мистер Спайдер или Спайдер Лайтинг. Спайдер Лайт. Да, Spider Eye. Ну что, Костяныч, до утра? Да, спасибо. Слушай, смотри, на шатре иней выпал, Кость. Чисто шатер белый. Ну, вынет. Я говорю тебе. Вот из-за такого перепада, Кость, рыба... Чё? Из-за такого перепада рыба не любит такой перепад температур. Ладно, давай, спокойной ночи. Спокойно. Доброе утро. Что за аномалия, блин? Весь май, по ночам какие-то, блин, морозы. Вроде по прогнозам было +8 ночью. По факту все инеем покрыто, блин. Прям перчатки, которые для костра у нас к столу примерзли. Туманище, офигеть, какой над рекой. Пока кофе заваривается, пойду пару забросиков сделаю, потом пойду пить кофе у костра. Не знаю, есть ли смысл сегодня на резинке вообще пытаться. Сейчас резинки стояли без живца. Вот оттуда
Их просто надуло вот таким пузырем. Костину вот так, а мою вообще вот туда надуло. Костину я освобождал от... Вот эти все зеленые вот водоросли просто пачками. Вот такие вот. Вон резинка уже туда пошла. Ну, просто ведра 3, наверное, этих водорослей снял. Что будет на моей резинке, вообще страшно подумать. Будем ориентироваться чисто на спиннинг. Вот. Хорошо, что, блин, взял с собой лодку. Еще думал, брать, не брать, не знаю. Нет, тут без лодки сейчас вообще ничего делать. Ну, по крайней мере, около лагеря тут далеко не находишься. Я про Костяна говорю. А так, есть лодка. Мы сможем покататься. И попробую что-нибудь выдрать. Ну, блин, ну не знаю, насколько нравятся рыбе такие очень резкие перепады температуры. Блин, сделал несколько забросов, руки задубили. Пойду кофе пить. Солнышко из-за деревьев начинает там сквозь сосны проглядывать. Сейчас начнет согревать. Просто какое-то аномальное положение дел погодой. Днем лупит 20-ка, ночью, пожалуйста, на, Саня, держи. Хорошо, что вчера положили большое бревно, сохранило наш костер. Осталось так вот подложить немножко. А тут даже, блин, плитка не горит. Баллоны заледенели газовые. Офигеть. Костяна вроде как проснулся, но из берлоги вылазить не хочет. Наш Лацис. Соседи тоже спят. Я, наверное, один поеду на рыбалку. Ну какие плюс 8 ночью, ну? Это не похоже на плюс 8. Поэтому рыба и шальная, не понимает, что происходит. Плывем сейчас на лодочке. Эх, красота. Смотрите, ребят, вимба лежит прям на дне. Еще живая, еще дышит. Переусердствовала она, похоже на нересте. Вон, пошла. Ну, что с тобой? Ну. Что с тобой не так? Вроде нормально все. Вырывается, бьется. Что туда? Возьмем ее, иначе просто сдохнет. Положу в садок, а то она является легкой добычей для щуки. А так она будет легкой добычей для нас. Никак не спровоцировать рыбу. Пока только на вертушку пробовал. Сейчас поставлю поппера. Вот такой вот красавчик. Ох, летит, блин. Ну давай.
Хоть окушок. Шальной. Пробуем твичинг. Поппер не сработал. Вертушка не сработала, поппер не сработал. Пробуем твичить. Твич плавающий, потому что глубина небольшая. Вот так играет этот твич, если видно. Шестая смена приманки. Переходим на ультралайт. Хороший. Такой кабан, горбач. Взял так, что я думал зацеп просто. Так, остановился, натянулась леска и потом только начал идти. Очень неохотно. Но все-таки выманил я его. Вот такой вот малышок. 30-40 сантиметров примерно заглубление у него. Подходим к следующему перекату. Вот там вот стоят валуны, камни. Ух ты! Хариус. Хороший. Ага, ничего себе, это не хариус, ребят. Вот это прикол. Я прям видел, как она шарнула. Да и вы, похоже, видели. Вот такая вот красавица вимбатина. За камушком стояла на воблер, на крэнк. Такие дела, ребята. Такие дела. Конечно, хариусу я бы обрадовался больше, но по крайней мере не зря вставал с утра. Что-то потихонечку, с трудом, но можно уговорить. Блин, такая там струя хорошая за травяной шапкой. И вот и ни в какую, ребята, ни в какую. Ну там же точно есть хариус. Не берет. Я даже специально сюда подплыл, потому что я видел выход там. Вот здесь сейчас такое углубление с глубиной 1,5 метра. Примерно 200 метров вверх по течению. С правой стороны идет такая каменная гряда, отмель, и потом такая ступенечка вниз. И вот саму гряду я уже обловил на вертушке и на крэнке.
Сейчас буду потихоньку подниматься вверх, становиться на якорь и обкидывать на твичи, обкидывать на кренки, обкидывать бровку. То есть буду пробовать все-таки искать щуку дальше. Если мы здесь не поймаем вот в этой прям яме щуку, ну значит она сегодня прям еще не начала жрать. Или, как бы сказал мой батя, может уже нажралась. Пимба бегает. Вон там вот. Вон, побежал. Вон. На дне лежит щука, ребят. Непонятно, что она там делает. Может, это та, что вчера сорвалась у нашего соседа по лагерю? Что-то какая-то фигня с этой щукой. Ну, особо не пахнет, но есть я бы уже не стал ее. Вот такие дела. Я думаю, это то, что вчера сорвалось у соседа. Сейчас мы ее на берег выкинем. Хорошая щука, блин, полторашка. В принципе, ну, вообще не воняет. Буквально свеженькая. Но рисковать не будем. Рыба есть рыба. Так вот. Вимбу сегодня поймал с утра под саком. Щуку сейчас вытащил под саком. Что-то какая-то интересная фигня происходит. Ладно, надо двигаться к лагерю. Я уже, блин, с 6 утра до почти 10:30 утра ловлю рыбу. Уже, блин, не знаю, сколько я забросов сделал. Перепробовал довольно большую часть своего арсенала. Ну, что-то не то. Что-то ей не нравится. Поехали на поздний завтрак в лагерь. Полчайничка нам хватит же. Вот уже туристы без костра обходятся. Мы туристы. Саня рыбак, а мы туристы. Сколько у тебя, ложечку? Мне, Такой? да. Так. Вот так вот. Утренняя чашка кофе. Молока только нет. Ты с молоком пьешь? Я тоже. А у меня больше. Я же старше. Как говорится, с добрым утром. Что мы идем сейчас делать? Мы вытащим резинку, посмотрим, цепляется ли на нее тина. И потому что если на нее цепляется трава и тина, ловить живцов и ставить их бесполезно. Они будут все в тине, и смысла никакого в этом нет. А если там нет тины, то можно наловить живцов. Видишь, что творится. Ну смотри, какой окунь.
Красота. Прям окуневый окунь. Да, однако же. Вимба, она и в Африке вимба. Вот такие дела. Ну блин, худо-бедно что-то как-то получилось. На жареху поймать. Могло быть и хуже. Что-то вообще... Блин, не верится даже, что утром еще все льдом было покрыто, Костян. Оно было покрыто льдом, когда мы уже спать уходили. Да, но утром был лютый холод. Да. Лютый. Лютый, да. 7:30. Более-менее нормально. Уже обстановка тревожная. Обстановка тревожная, ударов нету. Спустился ниже переката, обкидал хариусовые места. Так. Причем он там плик-плик с поверхности что-то подъедает, но не реагирует. Угу. Потом стало припекать солнце. Я уже думал куртку снимать. Угу. А тут уважаемый полосатый окунь. Угу. Много уважаемых. Как шарнул. А, нет, вообще не шарнул. Я думал трава. А, чик, поплыл. То есть они как-то так берут совсем сейчас. Вяло. Да. Вот, я когда его вытащил, подплыл туда, где он взял, смотрю, камень. В общем, начал больше по камням работать. Угу. И за одним камнем я прям снял на видос вимбасик. Как шарнул. Костяныч, ты же не против, что я всю ветчину из этой пачки съем? Сань, вот еще. А, еще есть? Супер. Сырца. Такой. Слушай, а Бутерброд. этот перец, он прям чили-чили или... Ну, он попробовал Соус-соус? вот здесь вот. С этим, из окуня. О, подожди, положи мне на бутик вот этого. Да. Спасибо. Еще? Давай сюда, да. О, блин, прям многовато, но может и ничего. Зеленуха, дело такое. Как вкусно, Костя. Да. А окунь какой? Ну, окунь штуки. вообще развалистый. Ну, ешь, прекрасно. У меня такой же в садке, Костя. Отлично, так же можно сделать. Зацени, Никита. Гороховое пюре с морковкой и копченостями. Костян. От Очень того, что вкусно. ребрышки были не очень жирные, жира почти нету, и ее приятно есть. Блин, такая как крем. Угу, очень вкусно. А морковка прям к гороху, как родной брат к сестре подходит. Морковка она, горох он. Родная сестра брату. Тоже желтенькая. Ну давай. Ну давай. О. Видал? О. Знаешь, уклеечка. Живцов наловить 2 секунды. Удочка, конечно, у Костяна не живцовая. Довольно грубоватая снасть, но 2 живца есть. О, смотри, щучья голова. Она и со второй стороны. О, со второй вообще щучья. Немножко, конечно, косоглазая такая, камбалиная щука. Но заберем с собой. О, я даже тебя вижу. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Наловили мы живцов. Ну как мы? Вот. Уклеечка пойдет у нас
Вот так вот. Эресь. Отправляемся. Понька. Поехали. Херак. Сашкин колокольчик. Здорово. Привет. Я тут на полчаса заехал, так 3 вимба поймал на своем месте. Там на ступенечке. Да, ну чуть-чуть ниже. На опарыша, да? Да. Не? Да, отлично, молодец. А я 2 вимбы поймал тоже. Причем Это на эти спине. самые. Видишь, папа, мама, зять. Почему взять? Нехуй взять. Вот удивительная штука горох. Еще вчера был супом, а сегодня раз и уже второе блюдо. Каша Или пюрешка. или пюрешка. И малосольный огурчик. Очень странное ощущение. Есть под деревом, на котором висит вот эти ноги висят. Я же выше не вижу. Хичкоковщина какая-то. Понятно, значит, сюда надо пробовать. Поставили мы, ребята, баню. Печку, в которой я усовершенствовал. Для того, чтобы не надо было супер много топить и держать полный бак воды. Сейчас мы сделали так, что не надо полную топку и не надо полный бак. Пара будет столько, что, в принципе, ну, если вы захотите покончить жизнь самоубийством через сварение, то это можно обеспечить в этой бане. Покажу позже, что я там придумал. Что, готовить будешь? У меня есть ассорти, сковородочное ассорти. Там 2 вида сарделек, сосисок, таких мясных, знаешь, которых типа купаты такие. Стейки свиные, замаринованные. И вот картошечку к ним, к этому мясу ко всему. Шикарно. Это будет хорошо.
Смотри, какие пучки. Пока мы ставили баню, занимались важными делами по лагерю, Димон, хитрый кот, пошел на перекат с нахлостом. Покажи, что у тебя за нахлост. Такая Что это за катушка для пацанов знающих? Джексон. Джексон, да. Я не помню модель. Покажи мушку. Угу. Вот такой вот шнур. А палка, что у тебя за палка? Flex-Tech, английская палка. Ага. 4 класс. 4 класс. Ну вот, короче, пока мы тут делами занимались, он надергал, сколько ты, 4 поймал? 5. 5 хариусов. Наконец-то Димыч взял нахлост, тогда, когда он действительно нужен. В прошлый раз он ее не взял, а хариус, блин, так брал, что я на спиннинг 2 поймал здесь, на перекате. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда. Какой вечер, блин, просто сказка. Может и окунь себя проявит, может голавль. Смотрите, какая водичка прозрачная, просто сказка. Помаши рукой маме. Вон Димыч разматывает шнур. Не удивлюсь, если он ничего не поймает, потому что взял камеру с собой. Такое бывает, ребята. Попал вот он на эту 20-минутку жора. А сейчас его не будет. Ну, хотя должен быть. Насекомые летают. Соответственно, хариус должен пользоваться этой возможностью. На вертушку, конечно, может вообще не реагировать. А вот на плавающую муху запросто. Так, ребят, у Димы хариус. О, хороший, Дим. Оставляй. Заливаем. Маслица. Уклончик есть, да? Бекончик. Вот он какой. У нас есть шейный карбонадик замаринованный. 4 стейка. У нас есть грильные колбаски. Это из мсяо свиного со специями. И вот еще такие свиные колбаски. Тоже 2 пачечки.
У нас сегодня мясное объедалово. Немного. Хорошо. Нас тоже как бы не двое. Ну да. Ага, правее твоей мухи был выход. Да. Ну, я тебе скажу, без поляризационных очков это Нефиг делать. нефиг делать, да. Просто пипец. А так муху отлично видно. Я смотрю, она сухая такая, Пока пушистая. ее, О, есть! Блин, пока ее, ну, ее просушивать надо, видишь? вижу, вижу, вижу. Сейчас будет. Взял красиво, я видел. Да. А сейчас муху не вижу, в тот раз видел. Сейчас будет, смотри. У тебя было в прошлый раз ближе к берегу. Во, вот так было. Вот сейчас будет. Подержи, подержи. Да. Вот это хорошая проводка. Исчезла, не? А он как бы хватает и сразу же выплевывает. Надо успеть как-то подсечь. так, он сам и не подсекается. Да, точно. да, да. Был бы опарыш, может быть, и съел бы, да? Он хватает и чувствует, что это не то, Да, что, на сразу что он как-то рассчитывал. вот может. О, красиво. А в траву? Я думал, в траву, да. Ветер, видишь, гоняет. Капризничает Хариус. Вот одного Дима сейчас поймал. 3 было выхода. Хватал муху, было видно. И берет только, когда муха сухая, распушенная. Чуть немножко притонула, все. Не реагирует. А я на вертушку тут пытаюсь. Ребята, была атака Хариуса. О, блин. Еще одна. Как бы не по крючку, по лепестку бьет. Вот хорошо, вольфрамовая вертушка. Ух ты, вот это удар, видели, да? Вот это уже был ударище. Что это такое, ребята? Что это такое? Это что? Что это за размер, блин? Ну что, я сегодня тоже Хариуса поймал, видели, да? Ой, прикол, блин. Вот крупный не подсекся, а мелочь зато как взрослый. Ну что, интересно, даже не хочется пытаться ловить щуку с окунем.
Если хариус активный, ну почему не ловить? Интересно, очень интересно. Так, ну что, будем экспериментировать. Будем экспериментировать. Летит-то нормально. Ух ты! Ой! Хорошо, хорошо. Смотрите, с первого заброса сразу хорошая атака. Прям то, что надо. Это все вертушка, вертушка. Вон. Хариус на воблеры берет. Скажи кому, что хариуса на кренк ловил. Ну, правда, размер кренка. О, выходы. Вон, видели? Выпрыгивает. Так, травка нам не помогает. Следующая перемена блюд. Одна атака на него была, причем на первом забросе, и все. Пробуем такую форельку. Ну что, вули-багер. Микровертушечка нулевая, понтоновская. Пробуем. Жалко не передать, конечно, вам атмосферу вечера. Очень тихая погода. Птицы поют. Душу греет осознание того, что в лагере готовится что-то вкусное. У Димы клюет хариуса, 3 штук он достал уже. Ай-яй-яй, как вкусно. Лучочек с перчичком. Ну а я
отпущу якорь и сплавлюсь туда немножко ниже. Вот. Не судьба мне сегодня по Хариусу. Многовато я на него, конечно, потратил время. Может быть, надо было сконцентрироваться на окуне со щукой. Но попробуем еще немножко и поплывем в лагерь уже. Надо и в баньку сходить, и вкуснятины поесть. Скоро приедет Янчик с батей. Кайфоза. Просто кайфуем. Получаем удовольствие. Не всегда самое главное в рыбалке рыба. Ну, вот прикиньте, был бы сейчас ливень, ветрилово, но мы бы наловили рыбы. Как бы, да, тоже прикольно. Но когда едем вот так на долгие выходные с 3 ночевками, конечно, прикольнее, когда такая вот погодка, когда можно отдохнуть, посидеть с друзьями у костра, пообщаться, послушать пение птиц, встать рано утром и пойти на рыбалку. Кайф же, кайф. Ага. Ну, хоть что-то. Не знаю, что это. Наверное, щучка. Да. Щучка. Отпускаем. Маленькая. Ну, блин. Взяла на поверхностную приманку вот такую культива. Или культива. Вот как называется. Хорошая моделька. У меня один маленький хариус и щука. Щука была, да? Только что, да. Хорошая? А? Хорошая? Нет. Мелочь, Так, да? ну, такая можно было бы съесть, но есть что есть. Но мы не голодные. Да. Как это самое, солнце начало заходить, все вообще обрезало. А зато начала показываться вот щука. Видишь? Да. Поэтому я говорю, днем я когда был, вот солнце светило, совсем по-другому было. Сейчас вот надо выискивать, что-то придумывать. Сколько поймал? Ну, 3 у меня вот. Ну, нормально. Да. Но днем 5. И хорошие, все хорошие. Как раз вовремя к ужину. На нахуй поймал 2 спиннинга. Ух ты. Да? Так, ну. Все, мы сидим, но понадкусаем, как говорят знающие люди. С горелочками, как Саня любит. Лишь только зачуял я запах, и сразу я в лагерь поплыл. Скорее всего сковородку пайкой забил Константин. Неторопливой походкой я с берега к лагерю шел. Лук горевший не надо, лук горевший нахуй пошел. Комарики, закрывайте. Ну вот, ребята, посмотрите, какая у нас печка. Вот. Печка называется Гравицапа с парогенератором. Наливаешь воды, топишь.
Вода перекипает, через маленькую дырочку попадает в нижний отсек, образуется бешеный пар. Но нужно, чтобы топка горела полная, бак был бы полный. А мы, чтобы экономить дрова и воду, вот такую конструкцию соорудили. Медная трубочка идет вон тудой. У дырку парогенератора. И когда печка горит, немножко открываешь, чтобы по капельке. И все, чуть больше дал, все, сваришься заживо. Вот это настоящая печка. Сейчас затопим и все покажу. Так, ребята, смотрите, скамеечка у нас раскладные у бани. Гречка. Стекло на речку с видом. Вот, печечка горит, здесь парилка, дверка есть. О, такая дверка. Вот печечка, смотри, уже горит. Вовсю. О, видал? Поддувальчик регулировать. Пойдем покажу помывочную. С парилки закрываем дверку. Вот душ наш. С кранчиком. Кранчик есть. О. Очень удобно. Яйца можно помыть. Подвешено 20 литров. Все, выходим. Дверку закрываем. С таким фартушком. И все. И урыку. А сейчас пойдем ужинать. Янка вон приехал. Щука не клюет, только харился. На нахлост. Только на нахлост. Но я одну поймал щуку сейчас. Доктор. А хариусов Димыч поймал сколько? 7? 8 в итоге. 8, да? На, причем там, на перекате. Ну что, Костян, скажешь? Ну, все плохо. Картошка пригорела. Так, беру сардельку, беру сосиску, Бери Беру стейк карбоната. беру помидоры, беру огурец и вот эту вот поджарочку. Бекончик. Не соленый. Знаешь, Костян, Можно досолить. пригорело, не пригорело, я такой голодный. Смотри. Пишет, да, Никит? Да. Нет, Димыч, спасибо. Нашел нянчик? Да. Ну, составите мне компанию? И я могу составить. Давай. Ну, надо тогда рюмку еще. Вообще просто. Надо, На спину. нет, на донку. Надо просто найти место, где не Место несет. найти однозначно. Ну, давайте. На встречу. Удачи. Чего? Спасибо за компанию. Никита, а мы думали Ну, а много. тут тогда не место. Уже ничего не да? осталось. Не почти. подходит сейчас. Да, знаешь что? Я днем плавал, и вот то место, где, помнишь, батя с сыном Малосольное. сидели? Ну где я потом болел Да, с утра? вот там бимба крутится сплошная, и там струя, а по струе тину так сильно не несет. Зато обожратушки пошел всех пять будут. штук, да. Димыч, вот тебе фонарик. С фонарями для рыбалки у меня всегда была проблема. Не везло мне, корпуса окрошились, контакты окислялись, стекла мутнели, крепления не держали. И вот появился у нас Армитек. И у меня и у Сани Wizard C2 Pro Max, а Диме и другим ребятам достался Армитек Crystal. Все, проблем с фонарем больше нет. Про флагман Саня в другом видосе расскажет, а я немного о том Кристалле расскажу, который Диме вручили. Во-первых, легкий и прочный. Может падать без проблем с 10-метровой высоты, держит удар от случайного проезда автомобильной шиной. Во-вторых, не боится грязи и воды, не промокает, может работать под водой на глубине метра в течение 30 минут. Ну а просто под дождем, так вообще без проблем. Кстати, зарядное гнездо тоже непромокаемое. Это уже третья фишка. Фонарик можно заряжать от USB, компа, машины или повербанка. Батарейка многоразовая, перезаряжаемая. В
В-четвертых, у него отличное, крепкое, долговечное стальное крепление клипса на карман, на ремень, на рюкзак. Есть мягкое крепление на голову и плюс крепление на руль велика. То есть вообще можно любые варианты. И в-пятых, сам фонарь крутой. Этот малыш светит на 12 метров. Есть режимы белого и красного света и режим подачи аварийного сигнала. 150 люменов, от 30 до 50 дней непрерывного свечения гарантирует производитель. А у меня вообще все лето проработал на рыбалках, я ни разу даже еще не заряжал. Вот искренне рекомендую. Проходите по ссылке в описании и покупайте. Лучше не придумаешь. Жирнейший. Ничего себе. Ну вот как у меня, только этот маленький. Янчик, это тебе. Детский? Детский? Нет, это Легкий, это он легкий. дико супер легкий. Ты его можешь вешать на клипсу на карман, а можешь там ремешочек есть в комплекте, на голову вешать. Фишка в том, что мне вот нравится, когда ты, допустим, в кепке сидишь, фонарик, козырек затмевает, короче, свет, и ты на руки светить не можешь. А с этим на карман придел, на парь нажал, все, пожалуйста. Мушку подцепил и пошел ловить. Да, ночью, на светящуюся, да? Ну, Вот. спасибо. Это не мне спасибо, это вот ребята эти подогнали. Армитек. Армитек фирма. Это же мой этот Но я тебе пожал руку, ты им пожмешь. Хорошо, это же вот, Димыч, у меня этот фонарь тоже Армитек. Ты же помнишь, как мы Вимбу Да. с тобой ловили с ним? Так 2 недели назад мы здесь на лес светили. На лес светить. Но сегодня мы тоже будем светить на лес. Это вообще любимое наше занятие. Во, смотри, блин, Димон, В случае, когда нету скалы. смотри. Я сюда только для этого и ехал, Саня. Светить на лес фонариком? Полночь. Надо было через полчасика спать пойти. После бани так хорошо. Как бы и силы есть, и усталость ушла. И спокойствие пришло. Вот я так спал, что офигеть после бани. Вот хлеб, вот нарезанное мяско. Мы не будем кашу делать там? А? Кашу. Костян отказался делать бутерброды. Нет. Развод. Это то, что я взял, еду возьму. Приготовим. Какого, что? Походную еду. Пакеты у Димки. А, точно. Не надо нам твои бутерброды. Ты сами Костян, идет. Возьмите, пожалуйста. ну что, Костяныч, ты тогда по лагерю, да? Сегодня Настолько мне не нравится. рассчитывайте на меня. У меня сегодня массаж, пилинг, гулянинг, А пилинг у тебя будет в реке? Ершовый пилинг или этот? песочный, Пискаревый? песочный пилинг. Потом у меня обертывание Лопухи. нет, в спальные мешки. А, Йога, йога? да.
Баня холодная, Да. а йога внутри. А, понятно. С утра Да, на фидер. фидер, да, тут. А такая. Одна поживей. За жизнь цепляется. Какая хорошая. Красота. Красота! Константин, 5, что за поводочки у нас? 6. А вот это большие, это менее. Все с поводками, с надежнейшими Ну, это этими. такие окуневые. А вот это уже можно и на щуку. Ну, завтра поставим нормальные. Сейчас что есть, то есть. У меня есть крючки с собой нормальные. У меня есть, и вон кевлар у меня есть. Ну, как походил? Походил хорошо. По-спортивному? Да. Как Костя? Нет. Может, ты поедешь тогда со мной? Ну, я их отвожу сейчас, если ты дождешься. Я дождусь. Куда мне торопиться? Либо не берет. Окей. Мы в полной экипировке. Едем на форель и хариуса. Ну и, наверное, кумжу, да, Димыч? Так как мы видзамы, там есть буква З, поэтому Да, и хариус. все видзамские хариусы, надо говорить хариузы. Димыч, объясни Никите, где нас забирать. Поедешь по этой трассе, после этих 2 остановок будет поворот налево, в лес. Там, ну, новая дорога сделана, насыпана. Едешь по ней, не сворачивая. Вода упала, знаешь, насколько? Вот, короче, под тот берег была. Я вижу, да. Ну что, мы на речке. Вода очень низкая. Вон, видите, пляжи голые. Вон там буза на берегу. Вот это все была глубина. И мы выбрали эти места не случайно, потому что именно тут есть ямы. И даже при низкой воде здесь есть где прятаться хищнику. Ах ты, блин. Зацепил за корч. Блин, какой цеплючий. Кусается прям в руках. Вот там вот хариус атакует. Ага, есть. Ну, давай. Я думаю, что мы еще там достанем. Сейчас перейду вот на тот берег. Сначала обкидаю струю. Потом пойду на тот берег. И еще попробуем. Потому что там хариус кормится с поверхности.
Дим еще мотал вперед. Телефон здесь не берет. Я пойду его искать, чтобы рыбину поймать. Вода низкая, но все равно очень красиво. Ну, а Димыч тут уже обтоптал все. Бегом бежит, все места облавливает. Пусть Сашка ничего не поймает. Ничего, одна уже есть. Идем вверх по течению. Янка хочет наловить сучек. Альтернативный современный метод передвижения на воде. Мотор для мели. Одна Янкина сила. Господин, вам хорошо? Мне очень хорошо. Скажите, если что-то еще надо. Так. Подвела. Ты все еще нацелен на щучку? Да. Но я взял только тяжелый спиннинг. Если будет окунь, тогда он будет огромный. Орбит? И сразу зацеп. Ты все хочешь зрителю передать, насколько тут травы много. Обловил он уже эту коряжечку. Надо просто идти его догонять. Ну не знаю, ребята, имеет ли дальше толк ходить по этой речке. Смотрите, вчера был какой уровень воды. Вот отсюда и до туда воды нет. А был вот он. То есть не исключено, что форель спустилась с Хариусом в ту реку, на которой у нас лагерь. Поэтому там его много. Дима вчера 8 штук поймал. 8 штук за короткое время. Может, имеет смысл туда идти, как считаете? Да, этот раз не так. В прошлый раз воды много было и обалденная яма. Вот Ну я видно вижу, по берегу, так да? я Там вижу на по 40. берегу, там на 40 сантиметров точно глубже было. И все это было ямы. Слушай, ну тут все места, смотри, вот там можно коряжник прокинуть, вот там. Но сейчас я даже кидать здесь не буду. Вот, единственное, видишь, струйка с пузырьками. Разве что туда вертушку. Я воблер, наверное, не буду кидать. И выходов нету, смотри. Ну, 3 вот у меня. Я имею в виду, нету на поверхности на выходов. поверхность нету. Косулей здесь много, кабанов. Ну и волков в этом регионе хватает.
Даже оттуда не выскочила, но это... Слушай, большие, как у курицы. 8 штук. С пухом, гнездо такое классное. Уточка живет на речке. Плохого места не посоветую. Не посоветуют. Это же птица умная. Умный как утка, знаешь выражение? Ах ты, блин. Рыбка атаковала. Форелька. Ребята, здоровенная. Вышла форель. Не атаковала. Очень большая. Очень большая. Прямо очень. Это, наверное, хоречек был или маленькая форелька у тебя. Ты на вертушку все еще? Да. Ну тут я форель вытащил, вот там она была. Вытащил? Да. Зачем? Вот видите, там тень и нависающие корни. И под этими корнями вот там стоит крупная рыба. Потому что вода мелкая, ей только там сейчас и стоять. Ну такой выход был очень крупный. Ну, 40 сантиметров, наверное. Вроде уже уходить собирались, но, блин, сейчас... Правда, не атаковала, просто вышла. Ну, миноги нажралась. Мелкая минога плавает в полный ручей. Все, можешь падать. Ну что, Димыч, Перекусим. перекусим и на большую речку. Рыбы нет, хотя бы поедим. И на большую речку Захариусом, да? Да. Так, Димыч, ты лосося, да, будешь? Я лосось. С макаронами? Что я поймал, то я и ем. С макаронами, горошком, базиликом, помидором и черным перцем. А у меня будет картошка, морковка и Говяжьи тефтели, говядина. да? Да. С утра лепили. С утра лепили. Слушай, Димыч, а тут реально кусочки лосося, макарончики. Лосось сублимированный. Офигеть. И горошек там он нарисовался. Жаль? Класс. А тут пюрешка, сразу видно. Но овощи настоящие кусочки. Говядинка. О-о-о. То есть от предпочтений. Ну, О, это будет хорошо. слушай, Димыч, у меня даже фрикадельки плавают. Офигеть. В пюрешке. Покажи свое. Ух ты, блин, красота. Дико вкусно. У меня пюрешка загустевает. Смотри. Перемешай еще. Обязательно залить. Мало ли что. Ты ж хотел там переходить, Димыч. Так где переходим? Давай там. Порвешь еще до конца штаны свои. Возвращаемся в лагерь. Гуляли мы с 9 до 1:30. Попали в прошлое?
Завалился, да, он? Завалился, да, сложился. Ну, а там вход какой-то был, посмотри. С другой стороны, Жил кто-то, жил, да? судя по стенам, здесь даже летом прохладно было, да? Ну, конечно. Винный погреб, может, кто-то все устроил был. Представляешь, жили люди, блин, прямо вот тут в лесу. Да? Смотри, сколько глины в стенах, да? Это речки приносили. Да, кстати, там местами была красная глина. Было. Красное, и в одном месте было серое. Посмотри, полностью из глины, блин. Да. И камни надо было перетаскивать, да, смотри, Ой, такие. блин, я вообще не представляю, как столько перетащить. Ну, без коня вообще нечего делать. Офигеть, Димыч, вот это да. Жалко, не успел включить камеру. Так побежала. Облезлый такой, да? Да куница, она жрет белок. А откуда она вылезла? Он оттуда так. Как она красиво по этой дереву пронеслась, да? С той стороны защищали. А тут оборонительные Да. сооружения, ничего себе. Возвращались с речки, решили на нашей реке завернуть в лес, посмотреть какие-то новые места, где можно подъехать для рыбалки на будущее, для будущих лагерей, так, чтобы мог Костян спуститься, потому что вот пока что едем в такие обрывистые места. Костян, если только скатиться может. Ну сколько, винт? А, так клюет у тебя? Куда я говорил, да? Сорвалась на малый У крючок. меня тоже Да. срывалось. На малый. У меня тоже. Поставил вот эту мормышку Мормышку? большую, и сейчас нормально. Ну, поймал? Ко мне? Ну да, там Не? Никиту подевали. А ездят? Мы пешком пришли. Походу не видно. Что, Димыч, будешь пробовать хариуса опять сегодня? Да, сегодня попробую На что? на такую мушку плавающую. Вчера выходы на нее были. Очень маленькая, Да. очень О, маленькая. смотри, кстати. Еще. Ух ты, ничего себе. Если ему понравилась твоя муха, Да. Хотел совокупиться, наверное. сделать третью мушку. Слушай, Димыч, вот ты же в нахлости специалист. Да какой специалист? Не, ну, Ну. больше, чем я, по крайней мере, Да. правильно? Слушай, вот, смотри, Вася купил китайские пчелы. Это чисто прям, ну, китайщина. Ну и попробуем на хариус, а вдруг... Ну, это, я так понимаю, для хариуса, типа, даже крупноват размер, да? Да, крупноват, но видишь, хариус сейчас на что реагирует? Это вылетела муха, крылья расставлены у нее. Да. И ему очень нравится, чтобы она на воду села с этими расставленными крыльями. Тогда он сразу реагирует. То есть, если муха будем не пробовать. хочет, чтобы хариус ее съел, надо крылья ей сложить, да? Да. Ну, или сверху, или снизу. Ну, понятно. А у этой пчелы ты будешь вот так их даже Да, можно подстраивать, попробовать. типа, Да. будешь её? Видишь, она на воду упадет Да. таким образом. И как будто будет снизу чуть-чуть видно. Бородатая, видишь, муха? Ага. И причем, слышишь, у него борода рыжая, как у Янки. То есть можно на янку ловить? Ну, в принципе, да. И, ну, по крайней мере, в голодные годы из его бороды, я думаю, можно какую-то мушку соорудить. Ну, если занимаешься бушкрафтом, да, один Да. пошел в лес, Ну и да. под рукой ничего нет, то можно повыдергивать пару волос с бороды. Ну, да. Ну, ты погнал, да, Димыч? Пойду, да. Мы тогда, Догонишь. мы подплывем. Янис, покажи, на что ты будешь ловить. Начну с орбита. Ты типа великий оптимист. У тебя мультипликатор, 0,28 плетенка. И это, наверное, самая маленькая приманка, да? Да. Самая большая, сантиметров 30, да? Ну нет, Какая в тест у палки? 100, 200? 40, 140. 40, 140. Серьезно. Немножко контрастирует с Димыча нахлостом, да?
Ну вот тут выглядит, что ты на эту палку не половишь. Надо ехать туда, где есть яма. Сейчас мы это и сделаем. Одного взял, да? О, выход был. И видишь, Димыч говорит, клюет, пока муха не утонула. И вот ему приходится сушить муху. Слушай, как красиво он идет, офигеть. А он такой полуповерхностный, да? Офигеть, какой красивый. Ну покажи. Достань его. В принципе, если крючки снять, это в секс-шопе продавать можно. Чё за нафиг? Четверг, пятница. Сегодня суббота. По хищнику 1 окунь и 1 щука. Ладно, я дурак, но у Яниса тоже ничего. У Бати тоже ничего. У Димы хариусов, штук, наверное, 10 суммарно. Но тоже таких трофейных нету. То есть, если на муху еще что-то и можно поймать, то, по нормальному хищнику, по крупному, вообще 0. Да и форель и то, пошли. 2 форели на вот таких достали. Чего за фигня? Батя приехал, правда, вот на пляжик пошел, достал сразу 8 вимп. Вот сейчас еще половим и поплывем в лагерь на вкуснятину. И в баню пойдем. Будем считать, что мы отдыхаем на природе. Вот как люди ездят на природу отдыхать. И удочки берут, надо взять удочки. Вот и мы будем считать, что мы именно так приехали. Красивенько. А против течения? Чисто как щука играет. В общем, я возвращаюсь в лагерь, а Янис, голодный до рыбалки, давно он не был на ней, пойдет вверх по течению, может быть, надеется на то, что вечером будет у него атаки на его мега размерные блесны. А я в лагерь топить баню и отдыхать. Суббота же, выходной. Сбор урожая. 3 центнера с гектара. Было, а теперь уже вычищаемся. Это зря туда кидаешь. А куда? Надо вот сюда вот. Да? Где вот я в основном всех поймал. Вот полоса пены идет. Да. Есть. Есть? Да. 10-я. Это небольшая. Относительно, да?
Ничего, да? Вот как она. Вот. Ну ладно. Да нет. Да-да-да. Да? Мне кажется, это хариус. А, нет, у хариуса другой плавник. Положим пока в этот, а там разберем. Нет. Точно головы? Ну что, первая рыбка? Да. С почином? Первая незаконная рыбка. Ни хрена себе. Офигеть, какая сильная. Красавочка. Первая, да? Да. Ну, Домой я приехал, Опять жерех, только меньше. присосавшись был. Куда ты, дура? Иди, блин, нафиг, вон. Ой, не уплывет он оттуда. Дим, помоги ему, пожалуйста. А, захочет, уплывет. Да? Так он вон, блин, куда плывет. Молодой еще. Все, ушел. Торпеда такая. Ну что у вас? 2 жереха у меня, вимба, Жерехи? 20 и 15. И у твоего папы тоже одна вимба. Ага. А у вас? Ну, у нас хорошее настроение. И хорошую рыбу надо ловить. На Дубасе. убирать еще. И опять икра. Да. А эти еще нам не успели. Хотя икры немного. Кто это? Ну, какой-то плавунец. Ну какой-то, да, Подводный. страшный. Если вы увеличите его в 30 раз. Видишь, как он профессиональный. Как бочек. А толку никакого. А я как ловит тянет. Сорвалась? Нет. А там жерех опять сидит. А нет. Ну да, жерех. Ну, сантиметров 30. Блин, она блесну не берет. А со скольки можно брать? 35. 35? Этот маленький. Но, блин, он заглотил. Есть у кого отцеп? О, ну хорошо, хоть в лагере дела идут. Неплохо. Вимба наловили ребята. И жерехов уже наловили. А Янчик подался вверх по течению на лодке. А я с рюкзаком пойду в лагерь. Костян уже жарит там, да? Пойду баню затапливать. Увидимся в лагере. Константин, что готовим сегодня? Мы будем готовить жареную рыбку
остром чесночно-перечном маринаде. То мы ее сейчас замаринуем с чесноком, перцем, травами, луком. Наши специи айдиго, в них есть шафран, мы рис с шафраном сделаем. В сливочном масле такое ризотточко сделаем. Меня клещ кусает и сразу дохнет. Да? Да. Остальные смотрят и боятся. Не лезут. Грузинский салатик делаем. С орешками. Огурчик вижу, помидорку. Ну, салатик обыкновенный, нарезка та же самая, что и в обычном салате. Но соус к нему, заправочка будет с грецкими орехами, чесноком, остреньким перчиком. Немножко остреньким. И сметанкой. Но вообще молочные продукты, они очень хорошо снимают эту остроту. Знаете, если вдруг хапнули пири-пири перец какой-нибудь, то водой или пивом запивать бесполезно. Надо что-то такое вот молочное съесть. Костян, значит, это то, что я думаю, то, что я просил тебя. Да. Нифига себе. ты Грецкие заправочку? орехи. Видишь? А ты и заправку Острый перчик. оригинальную сделал? Да, чеснок, сметана, соль, зелень. Блин, офигенно. Димыч, сегодня у нас будет грузинский салат. А вон там красный лук, зелень, перчик, огурчик, помидорчик. Это мы сейчас сюда все. Обаньки. Это кто-то будет есть. Да, это будет вкуснятина. Так. Это все как в оригинальном рецепте. Ну да. Только огурцов чуть меньше. Очень хорошо шли эти малосольные огурцы. Вот. Пожалуйте. Так вот. А оленя? Ему надо немножко уписаться. Постоять чуть-чуть. Ну чё, Янчик, Ничего, не поймал? не поймал. Ну, головни появились. Жерехи это. Жерехи. Такие буль-буль. А, буль-буль головли. А эти вот, которые брызгают, это жерехи. Ну, небольшие. Небольшие, и я пробовал, нифига. У нас около лагеря били. Ты в баню пойдешь? А, Янка, она закопалась. А, нет. Снимаешь? Закопался, конечно. Вот почему. Рыба не клюет. Вот почему рыба не клюет. Она полностью объелась вот этих. Вот сейчас полная река. Это личинка миноги, называется нюрник. Давай посмотрим, как он отплывает. Да. Не особо умный. Ну да. Ну? Что и наши рыбки брать, если вот такое тут. Да. Я думаю, эта штука вкуснее, чем наши воблеры, да? Да. Ты окунь, которого я поймал, видел, какой пузатый? Он полный, наверное. Да. Все, пошла. Каковы шансы, что ее не съедят первые 40 секунд? Я думаю, маленький очень. Там ждут товарищи, которые Постарше. постарше и не Поумнее. прочь полакомиться. Те, которые сегодня у нас не клевали. Те самые. Я думаю, что форель, которую мы сегодня ловили, тоже полакомилась Тоже неплохо. обожралась, скорее всего. Потому что я видел в речке форель немного вот этих вот нюрников.
Ну, по крайней мере, 2 видел. А это уже много. Ну, с учетом того, что не так легко рыбу в воде увидеть. Костик, да, оливочка? Чтоб сливочная не горела. О! Она будет гореть. О, супер! Костя, вода нужна, сейчас вообще сложно. Да-да-да. Там масла было мало тут. Масло. Добавь там масло совсем. Вот где масла много, видишь, там все нормально. Да. На сколько градусов держит? Денис говорят, 100. Я так и знал. Еще одна под конец. Ну, Не,
Как-то Она сейчас слабенько. только начнет, я поэтому вечером хочу идти. Для красоты. Хороший, хороший. Ой, икра с луком, смотри. Ну она как салатик пойдет. Аж трещит икра. Костяр, зацени запах. Офигеть, Как будто яичница, да? В большой семье, как говорится. Рыбину. И корочку. Ох, красота. И так, надо место освободить. Салатик. Салатик. Грузинский. Знаешь, вот он с этими грецкими орехами и острыми приправами. С чесноком. Этот чеснок, знаешь, как будет раскрывать вкус всего остального. Так что закроет собой все. Коньяк куда? Ну как рис, Димон? Соли мало. Посоли. Блин, центряк получилось. Реакцион. Рис пробовал? Каждый человек должен съедать перед едой большую тарелку салата из свежих овощей. Что это такое? Икра. Это твое любимое блюдо, Ань? Да-да. Да. Ой, блин, вечерочек, офигеть. Да? Класс. Ни дождиночки. И не холодно. Дима сказал, вот он сейчас ловит вимбу. Надо сейчас к нему сходить, Да. посмотреть. Короче, бьет, вот прям жерех с головлем сейчас огромные бьют. А нам завтра уезжать. Так Вот. они же завтра утром бить-то уже не будут. А фиг знает, может как раз пойдет, она же должна когда-то жрать начать. Ну вот она сейчас нажрется. В таком плане. Олени или лоси. Гудят? Ну. Это не олень, Димыч. А, это олень. Олень. Лось он гудит в сентябре. Я вчера в бане запнулся. Сегодня весь день хромаю. Костяныч. Да? А где Армитек? Армитек? Да. Ой, Армитек отложен до праздничных дней. Ну что, Димыч? Да пока ничего, вот удар был. Ну, Ты слышал, да? Из лагеря колокольчик слышали. Будем ждать. Слышишь? Слышишь оленя, Кость? Оленя слышишь? Костян. Мне кажется, это у кого-то работает бензопила. Не, Ну, Кость, не. бензопилы высокий звук, ты чё? Там причем дороги нету. Это, Сань, там, где мы ехали в тот дом. Сколько их наверх поднялись. Мошкары? Да, как Пец, снега. блин, ребята. Что это? Как будто снег. Ну. О, видел? Димыч, подтекай.
Рано. Ну куда рано ты видел, как трясла? Да. Не, какая-то вон мелочь есть, смотри. А, слушай, бимба, Ну да. так она даже не сопротивлялась. Ну. Димыч, она не сопротивлялась, потому что она уже устала клевать у тебя. Устала, да. Смотри, фиолетовые глаза. Фиолетовая, да. Слушай, ну красавец. Что, заглотила? Да. Бойкая? М. Не тогда, когда надо. Что за номер ставишь, Дим? Знаешь, какой номер? 4. Да ладно, не может быть. Такой большой? По Овнеровской. А, по Овнеровской. Ну. А по Касадаковской? 7,5. А, ну довольно крупная. Это по-простому это десятка. 8. Нет, шестерка это. Костян, я как будто лечу сквозь какие-то искорки в костре. Космические Знаешь, как будто костер горит оттуда, и летят искорки, только уже остывшие, холодные, но они все равно касаются лица. Они летят в моем луче. Видишь это? Угу. Смотри, как они рисуют полосочки, видишь? Да, да. Какая-то зигзаг рисует, какая-то ровно летит. Я бы сказал, она даже какое-то слово рисует. Может быть, она пишет: Саня, I love you. Ой, хорошо. Ну чё, Костяныч, в баньку? Да где эта банька? Я уже час жду, блин. Ну что, Костян, попались-то? Вот тут только. Ух, ё! Горячие пельмени. О, о, Димыч, попробуй, может, тебе удобно о, будет. блин, а по пяткам-то. Ой, ребят, ой, ой, как. Бляха-муха. Горяченько. Болезнь проходила. Это знаешь, где надо? Нагоняй, Саня. Ух, блин. Димыч, кстати, нам не помешает с тобой после парадного похода веничком поработать, Да? не? Ой, блин. О, блин. О. Ой. Вот так, Оксана. Хорошего понемножку. Смотри, у меня с руки просто течет ручеек. Блин, охуенно. Там же эти кровеносные сосуды большие идут вдоль позвоночника. Еще можно можжевельником, Да, знаешь? да, да. Так, ну что, пошли остывать. На, веник. А когда твою песню слушаешь, можно в шапке? Только на коленях. В шапке можно, но на коленях. Это же не моя песня. Для нашего нового друга Гунтерса из Лепои, который живет в Риге. Ваше благородие,
госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе. 9 граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. А вы ласковые сети постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ласковые сети постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ой, люди добрые, да поможите. Ой, люди добрые, закиньте донатик. Ой, люди добрые, докиньте за просмотр. Ой, люди добрые, да поможите. Пальчик наверх задонатьте на славу. Чтоб шоколадочку в следующий раз купите. Шоколадчик полно. Феррари, Ламборджини, то купите. Подарите. Да.
Это вимба, которую Я поймал. ты поймал на этом, на Абовской, на водопаде. На водопаде, да. Понюхай. М, Пахнет Сегодня вимбой. пойдет в дело. Сегодня пойдет дело. Да, слушай, Ну, спасибо. Да. Но это самых маленьких, это... Какие потому ты что большие, они еще мягенькие. Немножко мягковато. еще- Большие тоже не раскрыты, да? Но эти прям то, что надо. И главное, знаешь, это классическая форма воблы, как в «Ну, погоди». Мгм. Именно ж такая там была. С кармана заднего надо доставать. Ну да. Ну супер, буду пробовать. Там сидеть много прозевали, наверное. Готово? Коники, финальная колбаса, то, что надо. Но ее можно уже в тарелке снять. Получите. Спасибо. Спасибо. А я положу, Кому еще такой бутерброд сделать? я положу на этот бутерброд жареную колбасу. Не, я буду без жареного. Из жареного? С ветчиной, Никита? Или с колбасой жареной? С ветчиной. Не, он его живет. Бодрые. Уже опасно в этот садок. Сейчас не буду. Thank you.